Привет, друзья! В этом видео я вам покажу вот такую вот посудку, которую я покупала на Алиэкспресс, и покажу, как я делаю из них коктейли. Так, вот такую вот посуду я покупала очень давно уже, даже не помню, где именно. Вот, она такая пластиковая, прозрачная. Вот. Ну, качество, конечно, не супер. Ну, я делаю вот так вот. Вот, допустим, есть стаканчик, и на нем есть такие небольшие зазубринки. Я их отпиливаю. Убираю ножом. Вот. Смотрю так, чтобы он был везде ровненький. Вот и так делаю с каждым стаканчиком. Вот. А вот эти вот зачищенные края мы можем потом покрасить эпоксидкой или лаком, и оно будет незаметно. Сейчас я уберу лишнюю посуду. Тут, кстати, есть вот такие вот вазочки. И большая вазочка. Я помню, у них делала салаты. Вот есть вот такие бокалы, похожие на пивные, наверное. Я точно в них не разбираюсь, но можно, мне кажется, сделать в них прикольные коктейли, разноцветные. Вот, и я возьму вот такие вот стаканы и сделаю в них сок апельсиновый. Так, другие бокалы я пока уберу. Есть еще вот такие вот прикольные. Они очень маленькие. Я делаю из них шампанское. Вот такие, видите? Маленькие совсем. Даже есть прозрачные сковородки. Прикольно. Так, значит, я это уберу, но нам не понадобится. Вот, оставляю 2 таких стаканчика и 3 вот таких стаканчика. У меня есть уже заготовленные вещи. Это вот такие вот леденцы, вот такие вот палочки, ну, посыпка моя и разные нарезки. Лимоновые, лаймовые, апельсиновые. Даже есть такая типа клубничка, посыпка шоколадная. Это все у меня уже очень давно сделано, лежит уже тоже очень давно. Для того, чтобы сделать сам коктейль или сок, мне понадобится ультрафиолетовая смола и фонарик. И также для покраски я использую сухую пастель. Я использую вот такую вот смолу. Я покупала ее в Украине в Ластоформ, но я видела такую смолу и на Алиэкспресс. Так. Смола и фонарик. Вот такой фонарик. Он светит ультрафиолетом, и при нем смола застывает. Итак, я выливаю немножко смолы. Кстати, она очень быстро густеет. Вот, поэтому надо работать тоже очень быстро. Я подкрашиваю ее желтой пастелью. Наношу в стаканчики. Аккуратно, чтобы оно не стекало по краям. Так вот, по чуть-чуть капаю. Я думаю, что для одного нам будет достаточно. Я не буду переворачивать, чтобы оно не растеклось по краям. Вот, и я теперь возьму лимончики. Выберу тут самые красивые. Да, есть такие, которые не очень красивые. И аккуратненько их вот так вот опущу по бокам. И сразу же включу фонарик, чтобы они начали густеть в таком же положении, как я их и поставила. Так, сейчас
Вот, застывает очень быстро, достаточно там буквально минутки или меньше даже, ну, смотря какой толщины, но толщина не должна быть большой. Вынимаем сразу же зубочистку, вот, и начинаем его облучать. Вот уже видите, уже застыло, уже. Вот я делаю вот так вот, закрываю руками полностью, чтобы он вот так, и он еще лучше застывает. Смола очень быстро застывает, поэтому остатки, которые остаются на столе, я их просто убираю, ну, выкидываю, можно сказать, потому что они уже негодные. Вот. Чем меньше мы используем сухой пастели, тем прозрачнее будет сок. И чем активнее размешивать смолу, тем больше в ней будет пузырей. Долго оставлять смолу нельзя, она начинает застывать, и все, и уже с ней работать в принципе нельзя. Вот таким образом я с лезвия капаю прям в стаканчик. Вот так. Вот, и остатки можно вот так вот собрать, чтобы вообще было без остатков. И опять же налить в наш стаканчик. Ну, а теперь я просто вытираю влажной салфеткой остатки и сухой. Вот так. Так, получилась вот такая вот основа у нас. И теперь мы будем дальше делать. Кстати, очень теплые стаканчики после фонариков. Так, у меня есть вот такие вот палочки заготовленные. Я сейчас их так отрежу. Вот такие вот две палочки. По две палочки в каждый стаканчик я положу. Так, примерно вот так вот отрезается. Так, тут надо побольше, чтобы оно не было прозрачным. Такой молочно-фруктовый коктейль. И смешиваю. Давайте попробуем вот эту посыпку и смешаем. Кстати, обязательно глина должна быть запеченная. Если вы сырую бросите туда, ну, просто испортите. Так, ну, давайте сюда попробуем такое. Это пока уберем. И вот тут оно совсем не держится. Так, где мое лезвие? Вот так. Так. И теперь лезвием я опущу туда все. Вставляем палочки и начинаем быстренько так включать фонарик. И поехали. Вот получился такой коктейльчик. Тут, кстати, если присмотреться, видно посыпку. Палочки хорошо держатся, но они есть такие подвижные. Берем один цветочек, вафельку и немножко посыпки возьмем сверху. Вафелька, ой, тихо, вафелька, цветочек и посыпка. Все, я включаю. Так, коктейль застыл, можно выровнять палочки, чуть-чуть отрежу их, чтобы не сильно длинные были. Вот такой вот уже коктейль один готов. Друзья, я нашла вот такие подставочки у себя, и я сейчас сюда приклею свои коктейли. Не знаю, честно говоря, зачем я их делаю, уже не помню. Но давно они у меня лежат, вот, пригодились.
Таким образом у меня получились вот такие вот коктейльчики. Друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если у вас есть какие-то комментарии, пишите мне, я отвечу. И мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Это очень мотивирует. Все, спасибо, всем пока. До новых встреч!